В основном это были экипажи, прошедшие Афганистан, но чувствуется, что пилоты знали свои машины, и они с точностью до нескольких метров забрасывали даже реактор вот этими инертными материалами. Вначале доломит, был различный песок, потом свинцовые чушки. Мы, кстати, свинец даже находили в мазках грибков, которые стояли в песочницах города Припять. А вертолетчики обеспечивали радиационную разведку в более поздний период, это в 88-89 годах, и перемещение персонала со строящегося города Славутича и площадки ЧАЭС и в Чернобыль летали в основном строители. А вот вертолетчики, которые забрасывали реактор, они получили большие дозы. И большинство из них в настоящее время, не знаю, живы ли. Но вдобавок ко всему, эти вертолеты, вот 68-й борт заправляет как раз сейчас. Эти вертолеты сбрасывали груженные, они вылетали груженные, сбрасывали на парашютах чушки свинцовые. Эти свинцовые чушки способны были понизить температуру расплавленной массы внутри реактора. И в свое время они, конечно, сыграли свою роль. Они понизили эту температуру. А особенно первое время сбрасывали мешки с песком. Мы эти мешки находили даже на кровле машзала. Эти мешки пробивали кровлю, падали в машзал. Вот. Как раз отлично. Как раз я, значит, с той стороны такой сюда лететь, как раз, чтобы реактор был, это, перед реактором будет, чтобы начали. Слышишь, что? Так вот вы как раз заходите с этой стороны, а мы Чтобы реактор захватили не хотят. Да. Там просто до съемки, по команде скажем. Ну я как раз постараюсь, там быстро время дал, значит 5 минут, да, там это. Нет, от момента включения жидкость 5 минут выливается. Конечно, большое количество сульфидно-спиртовой борды, а именно она была принята за основу как наиболее дешевый материал, за основу материала, пригодного для пылеподавления. Но на сборках и латекс, и сульфидно-спиртовая борда, на горячих сборках, она вспенивалась, вспучивалась и способна была улететь. И вот наличие ветровой нагрузки, оно всегда способствовало перемещению этой чешуек, вот этой сульфидно-спиртовой или латексной в мастике, которая сверху была нанесена вот этими вертолетами. Да. Я впервые вижу эти кадры. Как заправляет вертолет. Для съемки. Ничего, нормальные комбинезончики, по-моему. Немного не подходят. Но даже для работы. Скажите, ребята, откуда вы? С Забайкалья. Вы Забайкалье, представьтесь, как вы зовут? Да, Самсон. А вы откуда? Я с Подмосковья. Подмосковье? Да. Когда вы прибыли сюда? С 5 мая работаем, трудимся. Трудно? Ну, нормально. Ну как, что вы делаете? Вот сейчас обрабатываем площадь вблизи реактора. Химикатами сейчас. Что-нибудь интересный случай вспомните? Работа обыкновенная. Случай.
Нормально. Вы не боялись, когда ехали сюда? Что бояться? Все по плану, все отработано. Представляете, такое молодое лицо, молодой пилот вот этого вертолета. А сейчас 30 лет, изувечен Чернобылем. Наверняка. Боится? Я не знаю, давай. И этот тоже красавец, мужчина, тоже. Есть получается? Получил огромную дозу, Что, не белявые? находясь в воздухе, Что вы хотели сказать, родные? возле Чтоб не волновались, ничего. реактора. Серьезного вроде бы так нет. И не то, что нет, а... В общем, все работаем по плану. Постоянная работа для летчиков. Для нас. А что вы хотели жене? Вот лично жене, как вы жену зовут? Значит, Светлана. Прямо так, давайте мы просто покажем это. Ну, Светлана, не волнуйся. Дочерей воспитывай как следует. Чтобы приехали, все было нормально. Чтобы Машенька говорить стала уже. Зубы там у нее, я слышал, раз начали уже прорезаться. Чтобы к моему приходу уже все было готово. Чтоб писалось. Спасибо. Спасибо. Да, здоровая часть нации. Все вертолеты вот эти камуфляжные, они все военные. А вот он в борду и поливает. Вот эта темная жидкость — это борда. А латекс, она наоборот, светлая жидкость. Это тоже снято с вертолета, очевидно. Вертолетчики еще характерны тем, что с помощью вертолета устанавливались дозиметрические приборы внутри реактора, опускались на тросе, а потом отстреливались. Были вывезены большие массы контейнеров, причем вертолет там зацеплял эти контейнера с элементами кровли, с элементами ТВС, и вертолет их тащил по воздуху на третью очередь. Там в траншеях бетонное хранилище было, и вот в бетонных этих траншеях эти контейнера захоранивались. Я очень часто летал в Славутич, поскольку там мы вели там дезактивационные работы в лесу. И один раз даже падал на вертолете. Но это было в Чернобыле, на той площадке, вот, на которой сейчас памятник капитану Воробьеву и его экипажу. Мы тогда на вертолете летели с площадки, возвращались, и над школой у нас над средней школой у нас начали отпадать лопасти. И мы приземлились не как на колеса, а на бок упали. Ну, я даже сейчас не могу вспомнить деталей. Настолько было страшно. Страшнее, чем выход на кровлю. Номер 1.